И снова здравствуйте! Сегодня мы с вами поговорим о том, каким все-таки офигительным может быть жанр, когда он реализован с чувством, с толком, с расстановкой и страстью, что называется. Как это уже сложилось по традиции, я бы этот альбом скорее всего пропустил мимо ушей. Но комментаторы и подписчики посоветовали к прослушиванию и очень мягко и тактично мне намекнули, что если я пропущу этот альбом, то я вообще могу себя выбросить на помойку. Забегая наперед и говоря о прослушанном уже в который раз, я хочу отметить, что это лучший симфо-дэт метал, который я слышал за последнюю пятилетку так точно. Сейчас про альбом Behemoth Sadness 2014 речь не идет, ибо наши польские друзья-товарищи все-таки слегка в другой нише, согласитесь. И блэкушных моментов у них в музыке, кстати, намного больше. Так вот да, если ничего сильнее этого релиза в 2017 году не выйдет, в этом жанре, то этот альбом будет реально лучшим за год. Septic Flesh. Греческая метальная группа, о которой я всегда знал, но которую никогда не слушал до нынешнего релиза и не слушал до сих пор. Почему, спросите вы? Потому что моим любимым симфометалом были всегда Cradle of Filth и старые работы Диму Боргер. Даже принимая во внимание, что эти ребята это Симфо Black, и сравнивать не совсем корректно. Но если брать симфонический метал в общем, вот Septic Flesh никогда до сих пор не были в моих топах. А как оказалось, очень зря. Возможно, после этого релиза у меня появится желание прослушать их более давний материал. Ну а сейчас о новом. Данная информация честно спищена из PDWiki. Я безумно признателен автору, расписавшему все это для нас с вами. Так что уж не обессудьте, сейчас будет некоторая общая инфа, которая написана не мной. Я вообще ничего на этом канале на самом деле не придумал и не сделал самостоятельно, но имеем то, что имеем. Так вот, Codex Омега. 10-й студийный альбом этих ребят. Его выход состоялся в сентябре 2017-го. Как оказалось, к записи был привлечен Пражский филармонический оркестр, с которым группа работала над 3 предыдущими альбомами. Codex Омега стал первым совместным студийным проектом Septic Flesh и ударника Керрима Лехнера, сменившего в группе Фатиса Бенардо. Продюсированием пластинки занимался шведский продюсер Йенс Богрен, известный по работе с группами Opeth, или Opeth, как вам нравится, и Диму Боргер. А теперь дальше по нашим устоявшимся пунктам с PDWiki закончили. Название облога, то есть Кодекс Омега. Название взято из трека Third Testament или Третий Завет, который является финальным, как оказалось, в трилогии заветов от Septic Flesh, предыдущие части которого нам были предоставлены в предыдущих релизах соответственно. А над облогами, как для стандартной, так и делюксовой версии, работал, не подкладая рук и кисти, фронтмен группы Спирос Антониу. И я вам хочу отметить, что если вы хотите наблюдать шикарный арт и эпос, как в картинке, так и в звуке, это к этим ребятам и к этому альбому. Хочу также отметить, что стиль уж очень напоминает соответствующий стиль Ганса Гигера, известного художника, прославившегося всему миру своими сюрреалистичными образами и созданием образа чужого из соответствующего фильма Ридли Скотта. У нас там нарисован эмбрион, развивающийся в голове некоего странного гуманоида, стандартная версия альбома, а в делюксовой эмбрион в теле здоровенной белой змеи. Вот, я не знаю как вам, но я в восторге от стиля, образа и мастерства вот этого художественного безобразия. Концептуально мы имеем некоторый образ ада, который нам рисуют ребята из группы, и это отчетливо видно по первому треку релиза Dante's Inferno, что означает «Ад Данте», который был описан в Божественной комедии, ну или который мы могли все с вами видеть в одноименной видеоигре. Кому как нравится. По факту, строки Данте служат нам некоторым ознакомительным ориентиром тому, что нас будет ожидать последующие 9 треков. А тут у нас все возможные и невозможные итерации демонических существ, событий и образов, и даже судеб, которые испоганены страхом, нежеланием включить свою голову и думать ей самостоятельно, вместо того, чтобы поддаваться на искус религиозных учений, ну вот и так далее. Причем, я не могу до конца сказать, что здесь, какой-то острый, антирелигиозный и блэк-метальный контент по своему содержанию. Здесь все-таки в некотором роде преподносятся социальные ценности с совершенно обратной стороны.
Дескать, не со стороны того, что нам нужно развивать вот это и это, потому что это хорошо, а со стороны того, какими люди могут быть глупыми, трусливыми и злобными. И нам нужно это искоренять, иначе нам всем придет огромный пиздец. По крайней мере, это как я понял концепт альбома. Если у вас другое впечатление, поделитесь им, пожалуйста, в комментариях. Вот музыкально я говорил, что Death Metal как таковой не так много может предоставить. И я об этом утверждал в предыдущих видео. Но хрен там. Мало того, что сами ребята преподносят гитарные рифы, рисунки, структуры вместе с карданными стенками и бластбитами, которые слушаются вот прям вот от и до, прям так еще и симфонический оркестр с хором припахали ребята. Я слушал трек Portrait of Headless Man и просто вот растаял. Во-первых, дудук, который прям вот от всей души влетает в душу, прям целует наши мысли, Вася. Так еще и гитарное номиналово со струнными и духовыми инструментами. И вокал. Вот вроде вообще без изысков. Вот простой чистый вокал и стандартный дэт-метальный гроул. Но он моментально хватает за горло, и ты либо сидишь и офигеваешь, либо вместе с ним рычишь. Ну вот это вот все. Кстати, если слушать внимательно, под стандартные в жанровых мерках барабанные партии мы имеем довольно-таки техничные и местами даже прогрессивные гитарные парты, которые иногда и ритм ломают, и съезжают по мелодике. То есть вот ребята постарались сделать максимум из того, что им дано жанром. И за это я вот просто вот аплодирую. Молодцы. По тексту, несмотря на всю его кажущуюся простоту, стоит отметить, что в нем более чем достаточно символизма и отсылок ко всему подряд. Например, тот же трек Portrait of Headless Man можно расценить как историю героя, который не может адекватно мыслить, просто потому что он буквально без головы. И он только и может следовать за лидерами, за деспотами, служить им и воевать за них вот беспрекословно. Тринити, или же Троица, о том, как трое соединяют одно, и эти же трое правят одним. То есть какие-нибудь тройственные существа, типа Отец, Сын, Святой Дух в христианстве, или Брахма, Вишну, Шива в индуизме правят людьми. Даже сегодня, в эпоху ютубов и айфонов. Тут без Ктулху и безликих королев тоже не обошлось в соответствующих треках. А чё вы хотели, ребят? Ада без монстров не бывает. Но что самое интересное, в треке Third Testament ребята сами говорят, что это мы сами изобрели дьявола. Соответственно, дьявол — это человек. То есть не просто натыкано символики и демонов, лишь бы удовлетворить нужды жанра, а они там реально к месту и преподнесены более чем адекватно и профессионально. Единственный момент, который оставил некоторый незначительный осадок после прослушивания альбома, это бонус-треки в делюксовой версии альбома. Слушать сугубо симфонические работы было, скажем так, скучновато, признаюсь вам честно. Но это делюксовая версия. И если вы хотите, то слушайте, если вам нравится, то окей, у меня с этим проблем нет. Но в стандартной версии этого контента нет, за что ему честь и хвала. А я, давно не слушавший такого достойного релиза в Symphonic Metal, ставлю заслуженные 5 из 5 за этот релиз. И мне очень интересно, смогут ли мои дорогие, но покрывшиеся некоторой пылью и мхом Cradle of Filth переплюнуть этот релиз по накалу, музыке и содержанию. Но время покажет, посмотрим. На этом все. Всем спасибо за просмотр. Если вам понравилось данное видео, ставьте лайк. И если вы оказались тут впервые, не забудьте подписаться на канал. Напишите в комментариях, слушали вы альбом или нет, понравился вам альбом или нет, и на что мне сделать обзор в будущем. Также не забудьте подписаться на мой паблик в Фейсбуке, страничку в Твиттере и в Инстаграме, ссылки к которым вы найдете в описании к данному видео. А так, всем спасибо, всем пока!